Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим команды на финального босса 6 сезона, усиленного, вторая фаза. Скажу сразу, что в принципе особо, честно говоря, не старался, потому что все команды завязаны на сопротивлении, большая их часть. И слишком много босс накидывает дебафов всяких, режет полоску нам абсолютного навыка. И учитывая то, как в принципе в данной игре работает сопротивление, то что его сколько ни дай, его всегда будет мало. Всегда есть шанс, что что-то пойдет не так, дебаф проскочит, либо нам все равно навык порежет. И тратить все нервы, понятно что, желания особо не было, так как постоянно что-то все равно происходит. Но более-менее нормально все равно смог отбить. Можно, конечно, лучше, но тем не менее. Так что разберем то, что есть. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. В команде горения получилось 402 набить. Я, в принципе, пробовал и без эксклюзивного артефакта. Можно оставить рога оленя. Они могут дожить, да, но нужно будет много реролить, потому что хоть раз порежут полоску по экстрану, и он использует кукольник там позже, то есть тайминг съедет в итоге у Крисоса, и придется опять реролить. А вероятность, что съедет, очень велика. Сколько бы вы сопротивления не дали, все равно может что-то произойти не по плану. Я просто не захотел тратить время и решил сделать упор больше на выживаемость. Так что если у вас артефакта нету Крисоса, ставите обратно рога оленя и можете реролить. Сколько там у вас усердия хватит. У меня получается карф. Сопротивление — это то, что изменилось. Я буду говорить чисто изменения. Карф, сопротивление, точность. Получается, я атаку потерял, само собой. И Пайкстон тоже в сопротивлении. Ему прям максимально делаем сколько можем, потому что у него кукольник стоит, это важно. Дурому я не стал делать сопротивление. И также Зрааксу я не стал делать сопротивление, оставил его как есть, потому что ему главное, в принципе, чтобы его турельки как можно быстрее дамажить. То есть не стал я терять скорость атаки. Ульту он и так, в принципе, даст, то есть с турелями проблем нету. И раздача точности, то есть я не могу позволить себе терять здесь точность. И Крисос, соответственно, тоже сопротивление, точность. У кого есть эксклюзивный артефакт и не хотите тратить все нервы, то ставите его. Если нет, то, в принципе, ставим рога оленя. Если у вас нет артефакта на Крисоса и не хотите тратить нервы, то мы убираем Зраакса и ставим сюда Синарелла. Синарелла делаем в сопротивление и раздачу. Сопротивление. И играем уже через сопротивление. Тоже как вариант, урона будет меньше, но меньше потратите себе нервы. Далее. Команда сбора. Тут у меня что изменилось? Я поменял Ларентиля, сделал ему сопротивление и дал плащ. Все. Так-то особо больше ничего и не менял. Единственное, что Ацилия. Тоже я добавил ей сопротивление. И соответственно, так как этот артефакт был на Ларентиле, я поставил обратно теперь его уже на Ацилию. Все. А так все остальные, в принципе, так же, как и были, все без сопротивления, ничего не менял. Как-то так и осталось. Кстати, команда дожила до конца. Так же, как и вот эта. Следующая команда. Тут что я только не делал. Как-то так получилось, в принципе. Сириэльс, сопротивление и раздача сопротивления. Изменил расстановку, я просто поставил к нему, чтобы также он раздавал на наших ДДшников тоже сопротивление. Ульвида тоже добавил сопротивление, больше ничего не менял. Настенка также добавил сопротивление. И Гуинавир тоже сопротивление добавил. Это мало, конечно, но желательно побольше. Если есть такие возможности, то где-то 7 желательно делать под 200, потому что все равно не хватает. Следующая команда — Ледяной взрыв. Если сравнивать с прошлой командой, я просто поставил сюда Финию, перекинул с Филосии все вещи, ничего вообще не имел, просто перекинул руны, вещи и поставил
посох. Тайминги без старта и кулдаун 15. Все. То есть это все, что поменялось. Просто заменили героя, тайминги оставили те, что есть. Вот. Ну и сопротивление, если есть какие-то варианты, то делайте побольше всем. Билдель 230. Кто-то вообще тушку ставит на сопротивление. Но это вообще жестко, конечно. Желательно так в вещах пытаться. Но тут очень важно, чтобы у всех было 200 плюс. Потому что, блин, вообще еле живут. Короче, вот как-то так. По разъеданию. Тут вообще трэш полный. Тут что я менял? Я поменял, короче, рейд. То есть все-таки для выживаемости. Пришлось мне шанс крита поднять ей. Ну и в принципе все. Просто чтобы она критовала и больше хилила. Иначе ну вообще не стоит. И конечно сопротивление должно быть больше 300. Даже 330 бывает мало. Если хоть раз босс срежет ей готовность абсолютного навыка. Все. Придется реролить. То есть за весь бой вообще ни разу он не должен ей порезать полоску. Если съедет, все, мы все умрем. Как-то так. Это единственное изменение. Больше вообще... И рук. Броня на сопротивление и руна. В принципе достаточно. 300 есть. Это просто, чтобы ему не мешали ультовать. Ну а остальные страдают. Чё? И режет он их, и, там, и штрафы проходят. Короче, кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Последняя команда, команда Ауры. Тут я просто вообще ничего не имею. Тут что меняй, что не меняй, толку вообще нет. Черти что происходит. Видел собирают, допустим, через Ардред. То есть варианты есть, но по факту, если урон сравнивать, то ничего не меняется. Мы начинаем что-то выполнять, что-то выдумывать, там какие-то статы теряем. И приходим к тому, что и было в итоге. То есть я вообще не стал ничего менять. Так, ударил, что-то более-менее получилось. Понятное дело, урона меньше, чем было. Ну, с этим ничего не поделаешь. Поэтому как-то вот так. Делать всех сопротивления мы просто потеряем кучу статов. И толком нам ничего это не даст. Можете, конечно, попробовать. Да, меняйте, допустим, ФСу на артред. Делайте раздачу сопротивления. В разлом ее. Там ручками придется подкорректировать, когда они настакаются. Но выйдем примерно на тот же, наверное, результат. Ну, может быть, если повезет, то больше. Ну и, соответственно, всем тоже даем сопротивление. Это если в случае с артред. Я даже этого делать не стал. Как было все, так и осталось. Надоело. Потому что с тем, как работает здесь сопротивление, еще раз повторюсь, ну, их нервов и времени не хватит это все реролить. А так, что, в принципе, всем спасибо за просмотр. Скорых встреч, коды, если кому надо, ладно, скидывайте в комментариях. Не знаю, помогут они, помогут. Всем пока. Стрелы Тареси режут неон. Лучницы плавят твой кибертрон. Крыты взлетают под быстрый хэт. В этой симуляции выходов нет. Федиан, так и